Дорогие друзья, мы продолжаем с вами изучение исторических книг Ветхого Завета. И сегодня мы поговорим об историческом фоне вхождения израильтян в Ханаан и рассмотрим некоторые современные научные теории, касающиеся появления израильтян в земле обетованной. Прежде чем приступать к изучению книги Иисуса Навина, следует рассмотреть предысторию того, что происходило в этом регионе, в регионе Сирии и Палестины, непосредственно до появления там израильтян. Но мы с вами начнем вот эту предысторию приблизительно с 17 века до Рождества Христова, когда на мировой политической арене находится несколько крупных сил, держав. Это, конечно, в первую очередь это Египет в Северо-Восточной Африке. Это появление державы хеттов в Малой Азии. И это, конечно же, Вавилонское царство в Междуречье. В XVII веке появляется угроза со стороны хеттов, которые жили в Малой Азии, для региона Сирии и Палестины. То есть, естественно, что каждый народ, крупный народ пытался завладеть основными торговыми путями Ближнего Востока. Каждая держава хотела контролировать эти дороги, потому что они приносили прибыль, естественно. И Палестина, Сирия и Палестина находилась на таком перепутье вот этих торговых путей, ведущих из Азии в Африку и наоборот, а на север в Малую Азию, в регион Анатолии. И поэтому все вот эти крупные державы, которые я уже перечислил, так или иначе влияли на положение городов-государств Ханаана. Сами города-государства Ханаана на протяжении всей своей длительной истории, начинающейся, вероятно, еще с конца IV тысячелетия до Рождества Христова, представляли собою разрозненные независимые царства с центром в укрепленном городе, который контролировал предместье, окружающую небольшую территорию. И они из-за топографии, из-за географии местности никогда не объединялись. Объединялись лишь они пред какой-то угрозой. Например, мы видим это в повествовании книги Иисуса Навина. Рассказывается о том, как некоторые города создавали коалицию военную для того, чтобы дать отпор израильтянам. Но политического единства Ханаан не представлял. И когда появлялась угроза внешней огромной какой-то силы, например, когда египтяне двигались со своим войском на север, проходя через эти земли, то города-государства Ханаана чаще всего предпочитали откупаться выплатой дани. И не вступали в конфликты с во много раз превосходившим их силы противником. Таким образом, они по большей части на протяжении этого периода, начиная с 17 столетия до Рождества Христова и оканчивая 13-12 столетием до Рождества Христова, находились под вассальной зависимостью от Египта. И Египту было выгодно иметь под своим управлением такую территорию, потому что в Ханаане, в Палестине, в Сирии было очень много плодородных равнин, и эта земля была богата минеральными ресурсами, которые, конечно же, египтянами просто отсюда увозились в огромном количестве. То есть египтяне даже не столько, возможно, хотели установить политический контроль над этой землей, сколько хотели просто-напросто пограбить ханаанские города-государства. И это продолжалось на протяжении нескольких столетий. В XVI веке до Рождества Христова в Северной Месопотамии, практически в центре
Передней Азии, так называемого региона, или Западной Азии еще ее называют, появляется новая держава. Ее образовали индо-иранские племена, которые назывались хурриты. Это библейские хореи. В Библии нередко встречается это название. Государство получило название Митанни. И эта новая держава практически за несколько десятилетий поставил под свой контроль всю территорию, начиная от Тигра, от реки Тигра на востоке, до Средиземного моря на западе. И когда митанийцы дошли до побережья Средиземного моря, а это уже территория Сирии и Палестины, им так или иначе пришлось столкнуться с египтянами, которые считали эти земли своей территорией. И начинается египетско-митанийское противостояние за обладание вот этой лакомой землей, можно даже так сказать, да, потому что ею хотели обладать все практически. Она была очень важным местом как в торговом, так и в политическом, да, и во всех отношениях. И в XVI веке происходит несколько сражений. Да, там египтяне, митанийцы. Это все сопровождается разорением ханаанских городов-государств, что важно. То есть они ослабевают, они вынуждены откупаться то от египтян, то от митанийцев. А в XV веке к власти в Египте приходит очень известный фараон, завоеватель Тутмос III. Он пришел к власти после фараона-женщины Хатшепсут, тоже очень известная личность в истории. Так вот, Тутмос III правил большую часть 15 столетия в Египте и совершил около 20 военных походов на территорию Сирии и Палестины. Это огромное количество, как вы понимаете. И этот фараон отбросил митанийцев далеко за Ефрат. Мы знаем по его надписям о том, что он со своим войском перешел через Ефрат. А когда они увидели реку, текущую не с юга на север, как они привыкли видеть Нил, увидели реку, текущую наоборот, с севера на юг. Египтяне назвали Ефрат перевернутой водой или перевернутой рекой. И он там установил стеллу победную, как некий такой вот рубеж, границу между его владениями и владениями митанийского царя. В конце 15 столетия до Рождества Христова, когда в Египте правил Тутмос уже IV, в это время был заключен мирный договор между Египтом и Митанни, и территория Сирии и Палестины была разделена между этими двумя державами, и они уже не враждовали друг друга, скажем так, не обижали, но каждый своей территорией был доволен. Но в XIV столетии до Рождества Христова появилась угроза со стороны хеттов египетско-митанийскому господству в регионе Сирии и Палестины. Потому что до этого хетты, скажем так, слабо давали о себе знать в этом регионе, а с XIV столетия к власти в хеттской державе пришли воинственные полководцы, военачальники, хеттские цари, которые стремились расширить зону своего влияния. И первое, скажем так, что им попалось под руку, это была митанийская держава. Они ее практически стерли с лица земли. То есть митанийцы уже после этого удара со стороны хеттов, можно сказать, не оправились. Таким образом, устранив одно препятствие, им пришлось встретиться с Египтом, с другим препятствием на пути завладения Сирией и Палестиной. И на протяжении долгих десятилетий, это вторая половина XIV века до Рождества Христова, начало XIII века до Рождества Христова,
Вот на протяжении этого долгого периода происходят постоянные военные столкновения между хеттами и Египтом. И когда в Египте пришел к власти один из тоже величайших, можно сказать, фараонов Древнего Египта Рамзес II, то он попытался восстановить влияние Египта на утерянных из-за хеттов, из-за военных действий с хеттами территориях Сирии и Палестины. И вот эти вот военные сражения участились. И между Рамсесом II и Хаттусилисом III произошло, как, если я не ошибаюсь, около 20 сражений, каждое из которых не принесло какого-то серьезного результата. В итоге был заключен мирный договор после решающей или, может быть, ничего особо не решившей битвы при Кадеше. Обе стороны поняли, что воевать бесполезно дальше. Нужно заключить мирный договор, по которому часть Сирии и Палестины отойдет хеттам, а часть отойдет Египту. Это произошло приблизительно по разным данным, приблизительно между 1290 и 1280 годами до Рождества Христова. Это очень интересный памятник, первый в истории такой документ международного права, который впоследствии стал, можно сказать, образцом для заключения договоров на Ближнем Востоке и даже для Греции и Рима. Согласно этому договору, обе стороны обязывались не нападать друг на друга, то есть это пакт о ненападении, и обе стороны обязывались помогать друг другу во время восстаний тех или иных зависимых территорий. Да, это очень важное историческое событие, которое непосредственно, можно сказать, предшествует времени вступления израильтян в Ханаан. Это уже 13 столетие до Рождества Христова. Следующий этап, исторически очень важный, который отмечается в древних документах, это так называемое переселение народов моря. Эти народы — это была совокупность древнегреческих племен, но на самом деле, вероятно, там были не только греческие племена, огромная масса племен, которая передвигалась с греческих островов как по морю, так и по суше на восток, на юго-восток. И их целью, конечной их целью, было овладение плодородной дельтой Нила в Египте. Вот на своем пути эти воинственные народы моря встретили противника, встретили препятствия. Это хеттская держава, о которой мы уже сказали. В конце XIII века до Рождества Христова народы моря уничтожили столицу хеттской державы, город Хаттуссу, и позаимствовали у хеттов секрет выплавки железа. Потому что единственным народом на Ближнем Востоке в это время, который обладал уникальной технологией выплавки железа, были хетты. И вот теперь уже этим секретом завладели народы моря, и с железным вооружением, уже более твердым, чем бронзовые мечи, имевшиеся до этого, направились на юг к границам Египта. Египет на самом деле в этот период переживал не самую лучшую пору своей истории. Мы можем, по крайней мере, отметить несколько фараонов, которые сопротивлялись нашествию народов моря. Это фараон Мернептах, живший в конце 13 столетия, это сын Рамзеса II, и фараон Рамзес III, это уже 12 столетие до Рождества Христова. В итоге египтянам удалось напрячь, так сказать, последние силы свои, и дать отпор противнику, и этим племенам воинственным не удалось завладеть Египтом,
Они были отброшены на территорию Ханаана и осели вдоль юго-западного побережья вот этого региона, ханаанского региона. Один из этих народов имел самоназвание Пелиштим. Пелиштим. И это те самые филистимляне, о которых мы с вами читаем в Библии. Именно по наименованию этого народа Пелиштим весь этот регион получил впоследствии название Палестина. Палестина. Итак, мы с вами дошли до той эпохи, когда со стороны Средиземного моря на центральную часть Палестины, где главенствовали ханаанские города-государства, надвигались филистимляне, народы моря, или оставшаяся их часть, а с запада, из-за Иордана, им угрожала опасность со стороны израильтян. Мы можем точно сказать, что, находясь на протяжении нескольких предыдущих столетий на пути следования тех или иных войск, будь то хеттов, метанийцев, египтян или народов моря, ханаанские города-государства постепенно теряли свою силу, свою мощь. И это все, к тому же, как уже было сказано, сопровождалось постоянными грабежами, особенно со стороны египтян. И, конечно же, на момент прихода израильтян в Ханаан эти независимые царства небольшие еще представляли из себя какую-то силу, конечно, но это уже была не та сила, которую они из себя представляли, например, в конце третьего, начале второго тысячелетия до Рождества Христова. И таким образом мы можем сделать даже богословский некий вывод. Да? Господь как бы подготавливал эту землю для того, чтобы практически безоружные, наверное, по сравнению с армиями ханаанских городов-государств, у которых были и колесницы, да, и огромные войска. По сравнению с ними израильтяне были практически безоружными. Так вот, в итоге Господь как бы подготовил, ослабил их настолько, чтобы израильтяне смогли овладеть этой землей. А сейчас мы поговорим о теориях, современных гипотезах появления израильтян в обетованной земле, в Ханаане. До примерно середины 20-го столетия господствующим мнением на этот предмет было следующим. Израильтяне единовременно, собравшись вместе, атаковали ханаанские города-государства и захватили их. То есть это теория, которая получила название кратковременного общеизраильского военного похода, в результате которого Ханаан был захвачен. Но сейчас эта теория все-таки признается не совсем верной, она достаточно спорна, потому что даже в самой книге Иисуса Навина, в которой повествуется об этих событиях, нередко высказывается утверждение о том, что еще много земли ханаанской было израильтянами не взято. То есть израильтяне, очевидно, да, занимали какие-то отдельные лишь части ханаанской земли, а не сразу за какое-то короткое время завоевали весь Ханаан. Исходя из этого, стали появляться новые теории, в частности, вторая теория, которая называется о постепенном мирном проникновении израильтян в ханаанскую землю. Согласно этой теории, израильтяне без особых военных действий, без особых, может быть, даже усилий, занимали свободные территории между городами и государствами Ханаана. Вот. И если и происходили какие-то стычки, то они были весьма незначительными. То есть, согласно этой теории, израильтяне
постепенно и на протяжении длительного времени завладели ханаанской территорией. Но эта гипотеза противоречит, и причем достаточно сильно, археологическим данным, согласно которым в это время на территории Ханаана произошло резкое увеличение поселений. Соответственно, это было не постепенное на протяжении долгих десятилетий или столетий проникновение, а это было все-таки достаточно, пусть не единовременное, но в какой-то короткий срок занятия определенных территорий израильтянами. Причем поселения израильтян четко фиксируются в это время и отличаются от поселений ханаанцев. Третья теория получила название в науке социальной крестьянской революции. Теория о социальной крестьянской революции. Само название уже, наверное, нам напоминает что-то об идеологии марксизма. Так вот, судя по всему, приверженцы этой теории, согласно которой израильтяне были выходцами из того же самого Ханаана, они не пришли сюда извне, как повествуется в библейских книгах, а они жили здесь испокон веков и были лишь зависимой частью населения Ханаана, притесняемой князьями и царями ханаанских городов. Так вот, в какой-то момент времени эти крестьяне восстали против своих владык и захватили власть. Вот такая теория тоже существует. Но здесь даже говорить не приходится, она полностью противоречит не только археологии, но и, конечно же, историческому повествованию ветхозаветных книг. Кроме того, следует иметь в виду, что обе эти теории, вторая и третья, не объясняют совершенно появление у израильтян абсолютно новой веры, новой религии. Религии Ягве, Бога Израилева. Потому что если они никуда не уходили, откуда у них появилась новая вера? Среди ханаанцев, среди ханаанских народов этой веры не было. Четвертая теория получила название символической теории. Само название уже немножко настораживает. То есть здесь какие-то символы. Судя по всему, теория говорит о несколько недостоверном повествовании исторических книг. Действительно так. Согласно этой теории, израильтяне, опять же, жили в Ханаане и на короткий период из-за каких-то, может быть, природных катаклизмов, может быть, и голода даже, покинули свои поселения, причем только часть. Часть израильтян покинула свои поселения, и через короткое время они вернулись и продолжали жить здесь. То есть, не произошло, по сути, ничего серьезного. Никаких ни военных действий, ни захвата земель. То есть они пришли просто на свои исконные территории. И они уже, согласно этой теории, жили здесь всегда. Мы видим, что эта теория отрицает полностью историчность рассказа об исходе израильтян из Египта. То есть, согласно автору этой гипотезы, израильтяне никогда не были в Египте, не было исхода и не было, соответственно, периода завоевания ханаанской земли. Так вот, насколько мы можем судить, ни одна из этих теорий на самом деле не удовлетворяет нас по тем или иным признакам и критериям в качестве объясняющей появление израильтян в Ханаане. Потому что все они так или иначе противоречат как историческому повествованию библейских книг, так и данным археологии. Хотя следует признать, что частично последняя теория частично согласуется с данными археологии. И сейчас мы немножечко об этом скажем. Из всех этих теорий, наверное, было бы правильно, скажем так, выделить что-то более-менее подходящее для нас, и составить из этого уже свое видение о том, каким же образом израильтяне все-таки захватили ханаанские территории, ханаанскую землю.
Значит, что мы знаем из книги Иисуса Навина? Во-первых, там сообщается о том, как израильтяне, уже пережив исход из Египта и период странствования по пустыне, подошли к пределам земли обетованной, пределам ханаанской земли с восточной стороны Иордана, и готовы вступить в Ханаан, причем настроены так достаточно они воинственно. Да? Мы видим, что израильтяне — это не исконные жители этой территории. Они вынуждены сражаться, они вступают в схватки с местным населением. Но важно то, что в книге Иисуса Навина не описывается никаких военных действий при занятии израильтянами центральной части Палестины. Это действительно очень важно и интересно, потому что описывается лишь две основных военных кампании. Это сражение с коалицией южных городов государств Ханаана и с коалицией северных городов государств Ханаана. Что касается центральной Палестины, то такое ощущение складывается, что израильтяне пришли туда как будто к своим родственникам, которые их приняли там без малейшего сопротивления. Как можно это объяснить? Мы прекрасно помним историю о том, как израильтяне во главе с патриархом Иаковом, с его сыновьями и со всеми их детьми и домочадцами переселились в Египет на время голода. И в Египте они оставались и потом, но ничто нам не мешает предположить, что какая-то часть израильтян после того, как опасность голода миновала, могла вернуться на свои места в Палестине. И эти места как раз-таки и находятся в центральной части Палестины. Это в первую очередь территория вокруг города Сихем, по-еврейски Шехем. И когда мы читаем книгу Иисуса Навина и видим, что Иисус Навин происходит из колена Ефремова, и он делает главным городом в этой части как раз-таки Сихем, это как бы его даже личный удел. Каким образом тогда, спрашивается, они овладели этой территорией без военных действий? И не говорится о том, что они с кем-то там заключали договор на этой территории. То есть это очень интересный момент, который нас может подвести к выводу о том, что действительно в этой части Палестины могли жить потомки тех израильтян, которые когда-то ушли в Египет, а потом часть из них могла вернуться обратно. Таким образом, частично мы можем объяснить какие-то сложные, скажем так, проблемы, вопросы, которые встают перед исследователями касательно отсутствия следов военных действий в центральной части Палестины. И в то же время мы можем спокойно это согласовать с рассказами о путешествии, о странствовании израильтян после выхода из Египта по пустыне и по равнинам Моавитским, где упокоился пророк Моисей. А теперь вопрос